Как-то незаметно к нам подкрались майские праздники, с которыми я и тороплюсь поздравить всех зрителей канала «Доктор по соседству». Пусть небо над вашей головой всегда остается мирным и безоблачным. Крепкого вам здоровья, оптимизма и счастья. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня очередной выпуск «Нескучного здоровья» расскажет нам о том, как лечили кариес предки современных людей, чем для детей полезны домашние животные, какую одежду лучше одевать женщинам, идя на работу, как превратить чай в супернапиток и многое другое. Ученые советуют женщинам ходить на работу в откровенных нарядах. Сотрудники университета Бетфордшира говорят, что короткие юбки, облегающие платья и глубокие вырезы не только позволяют выглядеть сексуальнее, но и заставляют воспринимать женщину серьезнее. В частности, в такой одежде она выглядит умной и верной. В исследовании приняли участие 64 студента. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. Участникам показали 2 серии фотографий одной и той же женщины. На фото из первой серии на женщине были топ с глубоким вырезом, мини-юбка и куртка, а на фото из второй серии длинная юбка и менее откровенная кофта. Добровольцев попросили оценить женщину по ряду параметров, включая должность, верность, нравственность, личность, желание заняться сексом и интеллект. Ученые обнаружили, в откровенном наряде добровольцы выше оценивали верность и интеллект женщины. На другие параметры одежда не влияла. Миф развенчан. Моча не спасет, если вас ужалила медуза. Считается, моча помогает при контакте с щупальцами медузы. Новое исследование показывает, что это не так. Гавайский университет проанализировал народные средства, с помощью которых рекомендуют справляться с последствиями знакомства с медузой. Оказалось, реально помогал только уксус. Суть в следующем. Мочевина действительно производит положительный эффект, но концентрация ее в моче человека слишком мала. При этом в моче присутствует соль, которая может лишь усугубить положение дел, раздражающий эффект. То же произойдет, если обрабатывать место контакта алкоголем. Крем для бритья, пищевая сода и морская вода вообще никак не влияют на исход, хотя и считаются действенными народными средствами. Специалисты рекомендуют: щупальца медузы стоит удалять пинцетом в защитных перчатках. Если на нее надавить, то произойдет выделение яда, поэтому действовать нужно аккуратно. Перед удалением стоит полить уксус на пораженную зону. Уксус остановит выделение яда, но не избавит от уже попавшего внутрь яда и, как результат, болевых ощущений. После того, как щупальца удалена, на пораженное место следует наложить тепло. Оно тормозит активность яда. Чтобы укрепить здоровье и улучшить сон, спите без одежды. Доктор Сара Брюер призывает отказаться от ночных рубашек и пижам. По ее словам, необходимо спать нагишом. Это будет способствовать снижению веса, ведь в тепле тело вырабатывает слишком много кортизола, а он усиливает аппетит. Плюс, если спать без одежды, можно сохранить здоровье, снизив риск молочницы. Известно, грибковые инфекции любят тепло и влажность, а одежда для сна нередко заставляет потеть. Также подобная практика повышает показатели мужской фертильности. Тестостерон выделяется ночью, а жара подавляет этот процесс. К тому же, если пара спит без одежды, это позволит укрепить отношения. Такой прямой контакт увеличивает степень возбуждения. Специалисты подчеркивают, излишне высокая температура в спальне будет приводить к нарушению сна. Они советуют поддерживать в комнате круглый год температуру в 18-24 градуса по Цельсию. Российские ученые создали робота-хирурга, который работает лучше иностранных аналогов.
Отечественные разработчики презентовали в Москве роботохирургический комплекс, созданный при поддержке Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук и других государственных учреждений. Комплекс подойдет для проведения операций в урологии, гинекологии, абдоминальной хирургии, нейро- и кардиохирургии. В его основе лежит искусственный интеллект. Он помогает и на стадии планирования операции, и в самом процессе. Минздрав подчеркивает, этим зарубежные аналоги похвастаться не могут. Российский комплекс превосходит известного робота-хирурга да Винчи. К примеру, размер манипулятора да Винчи составляет 1,5 метра, а масса около тонны. Российский манипулятор весит 4 килограмма, а его длина всего 20 сантиметров. По сути, российская система мобильна и подходит для выездных операций. Еще сравнение. Точность манипуляции да Винчи 500 микрон. Нельзя оперировать детей. Точность российского аналога 5 микрон. Возможно работать даже на клеточном уровне. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой добавляет, новая система значительно сократит кровопотерю во время операции. Так, сейчас при некоторых операциях на простате кровопотеря составляет 1,5-2 литра. С новым комплексом ее удастся сократить до 20-50 миллилитров. У российской системы полностью цифровое управление, в отличие от да Винчи. Это позволяет по отпечатку пальца распознать врача и дать доступ к более или менее широкому спектру операций. Система запоминает и воспроизводит все движения хирурга. Предки современных людей знали, как лечить кариес. Ученые из университета Болоньи нашли один из самых древних следов лечения зубов. В Италии, близ города Лукка, были обнаружены передние зубы, резцы, возрастом 13 тысяч лет. И в них присутствовали пломбы, сделанные из битума. В каждом зубе было по большой дырке, которая шла от поверхности к пульпе. Используя различные технологии микроскопии, специалисты обнаружили несколько горизонтальных следов в стенках зубов. Они были похожи на полости, которые высверлили и расширили микроскопическими каменными инструментами. Более того, в полостях присутствовали следы горной смолы битума с растительными волокнами и волосками. Такая пломба, видимо, уменьшала остроту боли и изолировала пульпу зуба от еды. В принципе, аналогичный принцип используется и в современной стоматологии. Растительные компоненты могли играть роль антисептика. Специалисты считают, что изменение рациона древних людей привело к развитию кариеса. А данное изменение могло быть следствием миграции в Европу людей с Востока. Кстати, выявленные следы лечения зубов напоминали те, что ранее нашли в другом месте археологических раскопок в Италии. Значит, методика лечения зубов была распространена. Домашние животные оказались полезнее для детей, чем считалось. Исследование, проведенное в университете Альберты, показало, что наличие домашних животных в доме уменьшает риск развития аллергии и ожирения у детей. Ученые обнаружили, что в организме детей из семей с домашними животными было больше бактерий, защищающих от этих недугов. В исследовании приняли участие 746 детей. В семьях 70% добровольцев были собаки. Исследователи установили, у детей, которые подвергались воздействию аллергенов, присутствующих в коже домашних животных, оказались вдвое повышены уровни бактерий Ruminococcus и Oscillosphera. Они уменьшают риск аллергии и ожирения. Ученые говорят, что грязь и бактерии, переносимые животными, способствуют созданию иммунитета у детей. Также исследователи выяснили, что наличие домашних животных в доме снижало риск передачи стрептококков группы В во время родов. Как известно, эти бактерии могут вызвать у новорожденных воспаление легких. Специалисты поняли, почему усталые люди не могут устоять перед вредной пищей. Известно, усталость толкает людей к употреблению вредных продуктов, например, шоколадных батончиков или печенья, вместо здоровой пищи. Сотрудники Северо-Западного университета узнали, с чем это связано. Исследователи изучали, как нехватка сна влияет на пищевые предпочтения. Добровольцы, участвовавшие в исследовании в разные дни с перерывом в неделю, спали 8 часов и 4 часа в сутки.
На следующий день после этого они оценивали запахи соленой и сладкой высококалорийной пищи, такой как чипсы и булочки с корицей. Также участников просили оценить другие ароматы, к примеру, хвои. Исследование показало, после непродолжительного сна активность мозга добровольцев в ответ на запахи калорийной пищи оказалась выше, чем после 8-часового сна. Так, нехватка сна тесно связана с перееданием и набором веса. Вероятно, чтобы похудеть, некоторым людям просто нужно больше спать. Специалисты рассказали, как повысить успеваемость школьников. Исследователи из университета Royal Holloway в течение 9 лет следили за успеваемостью, посещаемостью и расписанием занятий в болгарской школе. Ученые установили, оценки учащихся по математике были выше, если этот предмет стоял в расписании с утра. А вот история лучше давалась школьникам после обеда. По словам специалистов, дело в том, что дети лучше справляются с повторяющимися и автоматизированными задачами в первой половине дня. А во второй половине дня у них лучше получается решать задачи, требующие осмысления. Ученые пришли к выводу: верно составленное расписание – залог высокой успеваемости учащихся. Ранее исследователи из университета Копенгагена доказали, что дети лучше разбираются в математике, если в процессе урока они работают всем телом. Например, изображают геометрические фигуры и цифры, принимают определенные позы. Также оценки по математике у многих детей повышаются при индивидуальном подходе. В микроволновке чай становится настоящим супернапитком. Ученый из Нового Южного Уэльса, доктор Кван Вонг, считает, что чай нужно заваривать, помещая в микроволновую печь. Таким образом можно сделать напиток максимально полезным. Исследование доктора показывает, 80% кофеина, тианина, полифенолов в зеленом или черном чае можно активировать, добавив горячую воду в заварочный чайник с чайным пакетиком. Пакетик рекомендуется заваривать в течение 30 секунд. А потом чай должен настояться минуту, уже в чашке. Таким образом, чайный лист начинает отдавать антиоксиданты и приобретает наиболее оптимальный вкус. В свою очередь, микроволновая печь может помочь в получении еще большего количества полезных соединений из чая. По мнению эксперта, 1 чашка чая, заваренного в микроволновой печи, равна более 3 чашкам чая, заваренного кипятком, с точки зрения пользы. Сейчас доктор готовится исследовать все плюсы эвкалипта. Американские ученые создали искусственную матку для недоношенных детей. Конструкция, разработанная сотрудниками детского госпиталя Филадельфии, представляет из себя закрытый контейнер, заполненный искусственным аналогом околоплодных вод, которые постоянно циркулируют. Также в контейнере есть оксигенатор, насыщающий кровь кислородом. Кровеносная система ребенка соединена с ним через пуповину. В таком устройстве недоношенные дети смогут развиваться до 28 недель. Специалисты протестировали искусственную матку на ягнятах. Животные родились на сроке, эквивалентном 23-24 недели беременности у человека с точки зрения уровня развития легких. Ученые говорят, что в утробе матери легкие ребенка заполнены жидкостью. Когда ребенок рождается раньше срока, ему приходится дышать воздухом. Это может привести к негативным последствиям. Искусственная матка позволяет решить данную проблему. Кроме того, среда в контейнере стерильна. Ягнята находились в устройстве в течение 4 недель. Исследователи подчеркивают, срок был ограничен не возможностями системы, а протоколом эксперимента. Специалистам удалось успешно вырастить в искусственной матке 6 ягнят. Ученые планируют усовершенствовать устройство. Они хотят сделать его похожим на обычный инкубатор. Исследователи надеются, что доклинические испытания на животных будут проведены в ближайшие 2-3 года. В медицинскую практику искусственные матки могут войти уже через 10 лет. А на сегодня это все. Не болейте, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где вы найдете еще больше нескучных и полезных новостей. Ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!